э, представьте себе выбор. Сломанные, такие, знаете, заржавевшие часы 80-х годов или абсолютно новые умные часы с кучей функций. Вот что из этого имеет большую культурную ценность? Ну, ответ на самом деле может удивить. Да, и в сегодняшнем нашем глубоком погружении мы опираемся на каталоги аукционов, заметки коллекционеров, ну и гиды по барахолкам. Главная миссия — разобраться, как превратить этот хаотичный набор старых вещей в осмысленную ценную коллекцию. Итак, давайте разберем это. Ведь старые предметы — это, не просто пыльный чердачный хлам, а настоящие порталы в другие эпохи. Абсолютно верно. И начать тут стоит с того, что бросается в глаза первым. С эмоциональных якорей, игрушек, которые буквально замораживают прошлое. В источниках описывается очень показательный набор. Ага, там была эта виниловая кукла из 60-х или 70-х годов в красном европейском сарафане, так? Да-да. А рядом с ней фарфоровая сувенирная кукла, стилизованная под викторианскую эпоху. И тут и традиционные деревянные щелкунчики, матрешки, расписная писанка. Ого, такой разброс. И прямо посреди всего этого народного промысла и фарфора лежит, Нелепая пластиковая сабля. точно, от современного детского костюма. Выглядит просто как ошибка в симуляции. Но если вдуматься, это же отличная аналогия. Получается такая эклектичная капсула времени. Именно. Эксперты советуют объединять их в экспозицию под названием «Забытое детство». Угу. То есть ценность здесь не в отдельной деревянной матрешке или пластиковом мече. Люди пытаются как бы заморозить время, воссоздав реальную детскую комнату прошлых лет, где дешевый пластик всегда соседствовал с бабушкиным фарфором. Это очень интересно. И от попыток заморозить время через игрушки мы логично переходим к механизмам, которые само это время измеряют. Да, часы. В коллекции из наших источников 4 прибора. Желтые восьмиугольные часы, типичные для ретро-кухни 70-х, 80-х. Белый квадратный будильник, маленькие настольные часики и карманный секундомер. И что здесь действительно захватывает... Я знаю, о чем вы. Что здесь действительно захватывает, так это то, что карманные часы — это такая темная лошадь. Их ценность кроется в клеймах на крышке и состоянии мостов. Подождите, но у меня тут возникает вопрос. Да. Я отлично понимаю ценность редкого карманного секундомера, но зачем выставлять на полку неработающие дешевые кухонные часы? Почему эти механизмы стоит группировать и выставлять? Для неподготовленного взгляда это, конечно, мусор. Но на рынке винтажа они крайне востребованы декораторами. Как реквизит. Серьезно? Просто как реквизит? Да, желтый пластик или потускневший циферблат работают как визуальный триггер эпохи. А вот карманные часы — это уже другой уровень. Важно проверять мосты механизма. Заводская гравировка на них показывает оригинал перед нами или нет. Угу. Получается, поиск этих скрытых клеем и изучение мостов плавно подводит нас к необходимости искать такие же секреты на предметах интерьера. Точно. Возьмем фарфоровые фигурки ангелочков. Тут нужно переворачивать предмет и искать подглазурные клейма мануфактур Майсон, Лидро или ЛФЗ. А вот тут начинается самое интересное. Я заметила в источниках еще золотистого слона с поднятым хоботом. О да, символ удачи. Его часто собирают сериями по 7 штук. А еще там были цветочные натюрморты середины века. Угу. Но среди утонченного фарфора и натюрмортов есть кое-что совершенно выбивающееся. Оранжевый массивный фонарь. Да, индустриальный винтаж для лофтов. Это просто поразительно, как фабричный фонарь становится абсолютным писком моды. Если связать это с более широкой картиной, главный вывод таков. Успех винтажной коллекции кроется в правильной компоновке. Будь то история детства или акцент на механизмах. Тщательная проверка клейм. Итак, что все это значит? Знаете, если представить себе людей будущего, которые детально изучают наш современный быт, вот какой из сегодняшних дешевых пластиковых предметов массового потребления станет тем самым вожделенным индустриальным винтажом на блошиных рынках 22 века? Запах старой пыли, скрипучие половицы чердака
И картонная коробка, которая доверху набита забытыми вещами. Да, с одной стороны, это просто хлам. Вот именно. Но с другой стороны, именно из таких коробок предметы порой перекочевывают, в стерильные сияющие залы престижных аукционных домов. И в сегодняшнем глубоком погружении наша миссия как раз понять механику этого перехода. Абсолютно согласен. Как случайная россыпь сталых предметов, от каких-то винтажных кукол до керосиновых ламп, трансформируется в структурированные коллекции и обретает реальную ценность. Самое интересное здесь — это сама граница между мусором и сокровищем. Она невероятно тонкая. На первый взгляд перед нами просто гора старого быта. Угу. Но истинная ценность всегда прячется в таких неочевидных деталях. Да, которые нужно уметь читать. У многих наверняка на балконе пылится похожая коробка с бабушкиным наследством. Ага, 100%. Смотришь на эту кучу из нашего инвентаря. Вот какая-то пластиковая сабля. Очевидно, забавный кусок пластика, ничего особенного. А рядом лежат виниловые куклы 60-х, 70-х годов в красных сарафанах, явно из Австрии или Германии. Да, или фарфоровые куклы в розовых шляпах. Именно. Плюс целая россыпь часов. Желтые восьмиугольные из эпохи диска, квадратный белый будильник, карманные часы без ремешка. И еще фарфоровые фигурки ангелочков. Это все похоже на пачку лотерейных билетов. Как вообще понять, где выигрыш? Весь секрет в клеймах. Это, грубо говоря, паспорта антикварного мира. Паспорта? Да, у тех же кукол нужно внимательно осматривать затылок. Именно там производители чаще всего ставили свои штампы. А для фарфора, вроде тех ангелочков, критически важно найти подглазурное клеймо. Подглазурное? Это которое прям под слоем блестящего покрытия? Верно. Если это именитые европейские мануфактуры вроде Мейсон или Льядра, это бинго. Но и советский фарфор может удивить. Например, аббревиатура ЛФЗ на донышке. О, ЛФЗ – это Ломоносовский фарфоровый завод, я правильно помню? Да-да, точно. Их клеймо часто является гарантией качества и сразу умножает интерес коллекционеров. А что насчет часов? Они тоже с клеймами? Карманные часы – это вообще всегда темная лошадка. Внешний вид циферблата очень обманчив. Нужно открывать заднюю крышку и смотреть на состояние мостов механизма. Подожди, мостов? Звучит как детали из какого-то тяжелого машиностроения, если честно. По сути, так и есть. Просто в микромасштабе.